И богемский вам всегда приветик. Умные, странные, необычные, иногда сами себя не понимаете. Да, и это водолеи, это все водолеи. Ну что, мои хорошие, будем смотреть, что приготовил нам июнь. Это и для солнечных водолеев, это и для асцендентных водолеев, и также для лунных водолеев. Этот гороскоп подходит. Общая характеристика такая, общая характеристика месяца. И сразу мы остановимся на такое ключевое событие, которое будет у вас в этом месяце. Это новолуние. Вместе с кольцевым солнечным затмением. Будет 10 числа. И оно у вас состоится в секторе семьи. В 7 секторе семьи и брака. Вот такое значимое новолуние с кольцевым солнечным затмением, которое может отразиться на последующие 18 лет. Но об этом мы с вами еще поговорим. Сейчас все подробно с самого начала. Итак, Венера. Венера делает транзит в рак. И Венера здесь мягкая, домашняя, уютная, комфортная. Казалось бы, уже немножко выход можно сделать, то есть открываются места, где ты можешь их посещать. Но такая Венера, она настолько хочет оставаться в доме, настолько в тепле, в домашнем уюте, что особо водолеям, которые любят вот эти вот воздух, свободу, захотите остаться в семье, в доме, потому что Венера тут же сразу делает трин, очень гармоничный аспект с Юпитером. И это все у вас происходит в 8 секторе. В секторе, где, да, есть отношения, где есть страсти, где есть сильные увлечения друг другом. И в секторе, где есть финансы. Вот настолько гармонично выстраивается здесь этот аспект, что все вместе охватывает, вы получаете все привилегии от этого аспекта. По Венере это и финансы, по 8 сектору это и финансы, а по Юпитеру это все расширение, это все увеличение. И если ваши отношения хорошие, то они будут очень хорошие. Если с финансами нужно какие-то дела решать, то они хорошо очень решаются. В банке, возможно, суды какие-то у вас были, возможно, какие-то вы делали судебные разбирательства. Вам приходит ответ, вам приходит положительный ответ, вас устраивает это все. Ваши отношения у кого как-то ни 2, ни 1,5 были. Ну, есть вроде отношения, но как-то они принимают другую фазу. Они друг другу по-другому начинают работать, начинают взаимодействовать. То есть вы получаете поддержку от этих двух, от малого счастья и большое счастье. Венера у нас, малое счастье называется планета, Юпитер называется планета большого счастья. И вот они вместе, когда соединяются, вот вы получаете вот это именно счастье от того, что они настолько между собой гармонизируют, эти планеты. Если кто-то должен вам долг, и вы давно никак не могли забрать свой долг, вы здесь тоже можете его получить. Вы можете о нем заявить, вы можете о нем попросить, напомнить, сказать человеку о том, что пришло время этот долг возвращать, что вы нуждаетесь в этом. Точно так же, если вы кому-то должны, у вас появится возможность, у вас появится такой момент, что вы сможете рассчитаться с кем-то по долг, который вы должны. И вот отношения, настолько отношения становятся, притягиваетесь друг к другу. Вот они, знаете, 2 счастья, которые друг к другу тянутся. Вот это вот точно так и здесь. Отношения, которые вот прям как магнитом друг к другу тянет. Если пока нет никаких отношений, то очень хороший большой шанс встретить своего человека. Вот как к магнитам к нему притянуться. Вот такой аспект, это будет 2 числа в начале месяца. А 3 числа солнышко делает такой же благоприятный и гармоничный трин, делает к Сатурну. То есть солнце это, которое это отвечает, кто я, кто.
когда ты рассматриваешь карту, когда ты вообще ты родился, под каким знаком ты родился, кто ты. Сразу определяемся под Солнцу. Вот насколько Солнце важно, кто ты. А Сатурн, делая трин с Солнцем, ответит, кто ты. То есть этот учитель, этот гуру, этот мастер, который постоянно тебя по жизни не учит каким-то наукам, а он тебя жизни учит, он тебя тестирует. И вот этот Сатурн ваш управитель, второй ваш управитель. И вот этот вот Сатурн делает очень гармоничный аспект к Солнцу. То есть делает трин. Вы сами себе захотите ответить на вопрос: ой, какой я молодец, я это умею, у меня эти таланты, у меня эти таланты. Что здесь? Ага, здесь у меня не получается, мне нужно сделать какие-то телодвижения, может быть, запрос куда-то сделать, а может просто выставить свою продукцию, презентовать себя где-то. Вы получаете поддержку от Сатурна, вот такого мощного покровителя, делаете поддержку. Это и вышестоящие органы. Возможно, очень многие водолеи занимаются политикой. Многие водолеи эволюционеры ведут за собой куда-то. Вот здесь тоже вы получите своей идеи, которые у вас есть. Вы получите поддержку. Следующий аспект. Это у нас 5-6 числа Марс делает конфликт с Плутоном. Марс делает конфликт с Плутоном. Энергия Марса молодая, сильная, свежая, активная, но молодая. Плутон гигант, медленный, тихий, спокойный, достойный, неповоротливый. И вот Марс начинает конфликтовать с таким гигантом, как Плутон. И это действительно очень обостренная такая ситуация. 5-6 числа этот аспект образуется. И мы будем чувствовать какие-то новые громкогласные заявления, какие-то новые возникать конфликты. Но этот конфликт для вас то, что нужно обойти, то, что нужно не заметить, то, что нужно переждать. Точно так же или, например, огородиться от этого конфликта. То есть настолько вот это я, а тут там где-то конфликт. Чувствуется, это в воздухе будет чувствоваться напряжение, будет чувствоваться, прям поссориться. Кто-то звонит для чего? Для того, чтобы скинуть на тебя какую-то информацию. То есть сконфликтовать с тобой, вступить с тобой в конфликт. Поэтому лучше всего этого избегать. Да, водолеи не конфликтны. Вы настолько выше всей этой рутины, выше всей этой суеты, у вас достаточно хватает мудрости для того, чтобы эту конфликтность избежать. Поэтому абсолютная тема про то, что не нарваться ни на какой конфликт. Если вы чувствуете, возникает такая ссора, возникает такая какая-то агрессия, витает в облаках, лучше отойдите от этого разговора или даже согласитесь, уступите, но через 2 дня вернетесь к этому вопросу, и то, что вас не устраивало, вы можете это решить. Но вот этот в самый пик, в самый момент можно очень сильно взорваться, и большой конфликт может получиться на ровном месте ни из чего. И аспект этот всего 2 дня, 5-6 числа, он сам по себе сойдет на нет. Ну вот посмотрим теперь новолуние. 10 числа будет новолуние. Оно будет проходить в Близнецах, стихия вам знакома. Абсолютно ваше новолуние, оно происходит в Близнецах. И сразу же следом 10 числа идет кольцевое солнечное затмение, которое будет проходить у вас в 7 секторе, в секторе семьи. Вот здесь построить планы. Все, что касается своей семьи. Все, что касается своих взаимоотношений. Если они есть, стройте планы, как эти отношения улучшить, как их изменить, как с ними вести себя в этих отношениях. Устраивают они вас, не устраивают они вас. Если у вас нет, например, на сегодня никаких отношений, а вы хотите, планируйте, что встречу человека, то есть планируйте,
встретить человека, если вы в поиске, если вы хотите. И выстраиваете, и прям себе можете увидеть вот свою перспективу на следующие 18 лет. Вот как вы себе видите себя в течение этих 18 лет. Прям можете себе эту картину построить, поставить. Мощная энергия, когда солнечное кольцевое затмение, всегда выброс очень мощной энергии. И то, что ты себе желаешь, то, что ты себе хочешь, ты можешь это даже увидеть, даже предвидеть это, притянуть это к себе, как к магниту притянуть это себе. Поэтому, конечно, очень хорошее солнечное кольцевое затмение и новолуние, которое произойдет 10 числа. Вот такие перспективы себе можете увидеть, построить и представить себе для того, чтобы их притянуть. 11 числа Марс делает транзит. Находится Марс сейчас в Раке, и позиция его такая мягкая, уступчивая, слабая. Такой нет особо энергии, особо нет, когда Марс находится в Раке. Но 11 числа Марс переходит во Льва, к Львам. Ой, очень сильная позиция. Здесь прям искры летят. Настолько Марс хорошо во Льве. Огонь приходит в огонь. Энергия достаточно. Это идет туда, где управитель Солнца. То есть тут Марсу есть где разогнаться. И для вас эта позиция Марса тоже очень будет активная. Вы почувствуете, что такой прилив энергии. А какой прилив энергии? Себя реализовать. Хочется себя презентовать, хочется себя показать, хочется запустить какой-то процесс, который вам приносит удовольствие. Как правило, водолеи не видят себя и не могут себя применять там, где вы, только там мне хорошо там платят, я там буду работать. Ой, вот здесь мне близко возле дома, я уже тут поработаю. Вы настолько это не можете, вы любите заниматься тем, что приносит вам удовлетворение, удовольствие. Поэтому вот здесь, на этот момент есть энергия именно презентовать то, что вы любите, то, что вы хотите, заняться тем, чем вы хотите. Проекты свои запускайте, показывайте себя, открывайте какие-то онлайн-платформы, где вы можете себя презентовать, где вы можете себя показать. Вы же очень творческие люди. У вас размах есть, у вас есть полет. Поэтому на таком чудесном расположении Марса, когда Марс перейдет во Льва, вы эту энергию марсовскую очень хорошо почувствуете на творчество. У вас такой полет будет. Даже если, может быть, вы где-то на производстве работаете, у вас откроется второе дыхание. Будете чувствовать эту хорошо энергию. 22 числа Меркурий пойдет в прямое движение, и он тоже пойдет по вашему 7-му сектору. Здесь по прямому движению, когда идет, здесь очень четко будете понимать все, что связано в ваших отношениях, все, что связано с вашей семьей. Какой-то неразберихи, какой-то путаницы не будет, потому что вы на ретроградность хватаетесь. Водолеи хватаются на ретроградность. Иногда даже очень сильно погружаетесь в то, что не от первоисточника. Где-то услышали, кто-то сказал, кто-то позвонил, передал. Вы это начинаете обрабатывать, а потом оказывается, это все перепутало, а этот не так сказал, и начинается другой обратный процесс. Когда пойдет на прямое движение, сразу четко, ясно и понятно вам станет все, что происходит в ваших личных отношениях, в вашей семье. Энергия поменяется, самого Меркурия, информационная энергия поменяется. 24 числа будет полнолуние. Полнолуние будет в Козероге. Для вас это будет 2-й сектор. Следующее полнолуние будет у вас. 2-й сектор – это финансовый сектор, это партнерский сектор. Подводите итоги. Вы работаете с кем-то, с каким-то партнером. И будете думать себе, я проработал столько-то часов, он проработал меньше, получили, нужно разделить одинаково. Или наоборот, занятостью, я идеи свои даю, я воплощаю свои идеи, я эту выполняю работу. А что партнер, партнер? То есть будете подводить какие-то такие выводы себе делать, все, что связано по 2-му сектору, по финансам. Или, возможно, вы в банке взяли суду, а проценты огромные платите
захотите как-то этот вопрос тоже решить, подумать. Может перезанять у своих родителей, может как-то по-другому занять где-то у кого-то, чтобы внести в банк и не платить такие суммы. То есть вот такое полнолуние, где нужно будет определиться именно и с партнерством, и с финансом, сделать определенные какие-то выводы. Ну и вот 27 числа Венера, красавица Венера. Она находится сейчас до 27 числа, Венера находится в Раке. И Венера, мы уже с вами говорили, что эта Венера и делает еще там вот этот аспект прекрасный, делает с Юпитером. Она домашняя Венера, мягкая Венера, особо не бросается, себя не показывает, особо себя не проявляет. То есть она себя ведет по-домашнему, по-душевному. Какой-то хочется именно душевной близости с человеком, поговорить на какую-то тему, духовность какую-то, за домашним столом посидеть, вот собрать себя вот в течение до 27 числа. Вот такая вот атмосфера очень будет на душевности захочется. А 27 числа Венера делает транзит, и она заходит во Льва. Тоже очень сильно почувствуете эту энергию. Во Льве Венера, то, что вам надо. Она себя показывает. И этот трон, и эту корону Венера берет на себя. То есть энергия появляется совершенно другая. И вы будете, вот вы захотите что-то свое презентовать, вы захотите где-то себя показать. Вы захотите выступлений каких-то, может быть, даже публичных выступлений. Энергия будет зашкаливать. И смотрите, будет находиться во Льве, а во Льве также находится кто? Марс. Вот здесь вот уже к концу месяца, потому что с 27 числа Венера туда зайдет, к концу месяца почувствуете новые встречи, новые знакомства, новые контакты. И как-то это все связано с бурной творческой деятельностью. А у кого-то, может быть, и политической деятельностью. Вы же бунтари, вы же завести массы куда-то, ну, по Уран, конечно. Поэтому вот здесь будете чувствовать, столько каких-то единомышленники у вас есть. Вот встречи будут возможны, и очень продуктивный аспект этот будет отражаться на то, что вы можете встретить именно своего человека, где вы будете вообще не только на одной волне, вы как будто в одной команде, вы как будто в одной упряжке. Вот такой вот очень сильный аспект, потому что точно так же там и находится Марс. И положение и Марса, и Венеры во Льве даст вам очень большой подъем энергии. Прям как будто от спячки, но это будет уже когда ближе к концу месяца, как будто от спячки немножко проснулись и захотите такой активной деятельности. И влюбленностей будет много, искры будут летать. Ну, на таком аспекте, конечно, абсолютно. Ну что, мои хорошие, вы знаете, я бесконечно вас уважаю. Спасибо. Спасибо. Вот есть определенные знаки, которые действительно очень хорошо, ну, как-то на одной мы волне и поддерживаете. Вы поддерживаете мой канал, получаю от вас донаты, получаю от вас подписка, лайки, комментарии. Спасибо всем большое. Бесконечно вас уважаю. Вы, знаете, вы богема. Да, вы необычный, вы иногда сами себя не можете понять. Родиться под Ураном и Сатурном. Двух гигантов. Сатурн, Уран, который говорит свободу, делай что-то, новаторство, новшество. Но жизнь не может застаиваться на месте. Жизнь настолько должна куда-то в прогресс идти. И Сатурн, который говорит, какой прогресс? 30 лет, 50 лет, вот стояло это здание, вот это издание хорошее, вот эта система выработалась, вот она хорошая система. Поэтому, конечно, вы себя даже иногда не можете понять. То куда-то вверх у вас, то потом очень большой сильный спад. Вот такая вот так родиться под двумя такими гигантами, но бесспорно вы это прогресс, это вперед. Ну что, мои хорошие, до следующих встреч, обнимаю вас.